Всем привет! Вы на канале Атлетическая гимнастика. В этом видео мы с вами рассмотрим группы мышц, которые больше всего развивают именно в бодибилдинге. Итак, классификация мышечных групп. Условно принято подразделять мышцы на такие группы, как мышцы плечевого пояса, спины, груди, рук, живота и ног. Каждая часть тела имеет свой мышечный комплекс, в который входит сразу несколько мышц, и при этом они выполняют одну и ту же двигательную функцию. Уже давно было доказано, что при выполнении упражнения, совершая одно и то же движение, участвуют практически все мышцы определенной группы. Давайте разберем мышцы, наиболее задействованные в упражнениях. Анатомия плечевого сустава, анатомия плеча. Плечевой сустав представляет из себя довольно сложный механизм, благодаря которому мы можем осуществлять различные движения. Из-за особенностей своего устройства плечевой сустав довольно уязвим и подвержен различным травмам. Давайте разберем подробнее, что представляет из себя плечевой сустав человека. Плечевой пояс — это лопатка, ключица, плечевая кость. Дельтовидная мышца, речь о которой пойдет ниже, прикрепляется при помощи сухожилий к скелету благодаря костям, названия которых были озвучены. Широкий диапазон движения рук достигается именно благодаря этой мышце. Плечевой сустав состоит из слоев. Кость имеет самый глубокий слой, нервы, сосуды, сухожилия, связки, мышцы, кожный покров. За счет нервов происходит передача специальных сигналов, которые идут от головного мозга к мышцам, обеспечивая таким образом процесс перемещения плечевого сустава, а уже потом нервы передают сигнал обратно в головной мозг, сообщая о болевых ощущениях, давлении или других факторах воздействия на мышцы. Если примерно представить себе, как устроено плечо, можно выделить его шаровый шарнир, в котором сам шарик представлен головкой плечевой кости. Чуть выше располагается область акромиона, верхней части плечевого сустава, а рядом находится акромиально-ключичный сустав. Дельтовидная мышца имеет треугольную форму, а также она довольно толстая. Она покрывает наш плечевой сустав и некоторые мышцы плеча. Пучки этой мышцы сходятся к вершине треугольника как бы веерообразно и направлены вниз. Дельтовидные мышцы имеют свойство сокращаться как отдельно взятыми пучками, так и целиком, при этом развивая внушительную силу. Дельтовидные мышцы относятся к виду перистых мышц. Это условие позволяет более продуктивно вырабатывать усилия и способствует лучшей стабилизации, однако есть и небольшой минус — теряется определенное количество гибкости. Остальные мышцы плечевого пояса: большая и малая круглые мышцы, надостная мышца, подостная мышца, подлопаточная мышца. Анатомия мышц спины, широчайшие мышцы спины, трапециевидная мышца спины. Мышцы спины — большая и сильная группа мышц, которая берет свое начало в области таза и идет до самого верхнего участка лопаток и шеи. Развитию мышц этой группы отдают пристальное внимание бодибилдеры, добиваясь внушительного увеличения размеров спины. Классификация мышц спины. Особенности строения мышц спины позволяют нам сделать вывод о том, что они парные и конкретно подразделяются на глубокие мышцы и поверхностные. Самые интересные мышцы для развития — это поверхностные. Они расположены двумя слоями, таким образом составляя меньшую часть всего массива спины. В первом слое присутствуют трапециевидные мышцы и широчайшие. Во втором — зубчатые мышцы и ромбовидные. Широчайшие мышцы спины. Среди бодибилдеров они именуются как крылья. Почему же их так называют? На самом деле все довольно просто объясняется. Эти мышцы проявляются в области подмышек сзади, занимая большой участок спины и формируя V-образный конус тела, который в свою очередь массивен и подчеркивает вашу спину. Функции, которые они обеспечивают: приведение плеча к туловищу, тяга мышц верхних конечностей назад и пронация. Трапециевидные мышцы. По своей форме эта мышца плоская и широкая, напоминает фигуру треугольника, который своим основанием устремляется к позвоночнику, а верхняя часть — к концу лопаточной кости. И как ее еще называют — акромион. Трапеция выполняет следующие функции: поднятие рук вверх, движение лопаток, подъем, опускание, сближение, наклоны головы в сторону. Длинная мышца спины представлена как самая длинная и мощная мышца спины, которая тянется вдоль поясничного отдела позвоночника и при этом делится на три части: остистая, длиннейшая, позвоночно-реберная. Совместно с мышцами пресса длинная мышца спины поддерживает правильную осанку, а также позволяет осуществлять движение в направлении прямо, помогает удерживать равновесие. Основные анатомические функции: сгибание и разгибание туловища при двустороннем сокращении, наклоны в сторону при одностороннем сокращении, повороты головы. Ромбовидные мышцы. По своей форме похожи на ромбическую пластину и располагаются под трапециевидными мышцами, выделяют большую и малую ромбовидные мышцы, которым свойственно срастаться в одну целую мышцу.
Данная мышца берет свое начало от шейного и грудного позвонков и крепится к краю лопатки, выше, чем кость. Основные анатомические функции. Притяжение лопатки к позвоночнику и одновременное перемещение ее кверху, фиксация медиального края лопатки. Большая круглая мышца. Располагается данная мышца под широчайшими и работает с ними в связке, имеет плоскую вытянутую форму, ее еще именуют малыми крыльями. Приходит в активность также при выполнении движения роторной манжеты плеча. Выполняет следующие функции. Обеспечивает оттягивание руки вниз и назад, пронация, осуществление вращения вовнутрь, аддукция, приведение руки к туловищу. Анатомия грудных мышц. Большая грудная мышца, малая грудная мышца. Мышцы груди являются довольно большим образованием на поверхности тела человека. Они выполняют много важных функций, о которых и пойдет речь. Так они позволяют защитить наши внутренние органы и грудную клетку от различных травм, и это далеко не все их положительные свойства. Анатомия мышц груди. Поверхностные мышцы груди. Большая грудная мышца, малая грудная мышца, передняя зубчатая мышца, подключичная мышца. Большая грудная мышца выступает в роли одной из самых сильных, а также крупных мышц в человеческом теле и охватывает большое пространство грудной клетки спереди. Их форма напоминает веер, они плоские и парные. В ее основные функции входит опускание и приведение к туловищу поднятой руки. При этом есть возможность вращения ее внутрь. Также принимает участие в процессе дыхания, так как имеет свойство приподнимать ребра при хорошо зафиксированных верхних конечностях. Свое начало они берут от гребной плечевых костей. А если быть точнее, от их больших бугров. Насыщение кровью происходит при помощи артерий, а также акромиальный отросток, который находится на грудной клетке. Большая грудная мышца довольно быстро начинает увеличиваться в размерах при систематических тренировках, что является несомненным плюсом для спортсменов, а также для тех, кто просто хочет придать своему телу красивый вид. Малая грудная мышца. Это плоская мышца, которая располагается под большой грудной и имеет треугольную форму. Ее зубцы начинаются от второго и заканчиваются на пятом ребре. Прикреплена сама мышца к клювовидному отростку лопатки. Основная функция данной мышцы заключается в том, чтобы осуществлять перемещение лопатки по направлению внутрь, вперед и вниз. Если же лопатка находится в зафиксированном положении, тогда осуществляется подъем ребер. Передняя зубчатая мышца. По своему устройству это плоская и довольно широкая мышца, и располагается она сбоку поверхности грудных мышц. Свое начало она берет от верхних ребер и прикрепляется зубцами к медиальному краю лопатки. Основной функцией передней зубчатой мышцы является подтягивание лопатки по направлению вперед и наружу, совершая при этом поворот. Также она помогает вращать лопаткой поднятой руки, достигая вертикального положения. Подключичная мышца. Располагается подключичная мышца между самой ключицей и верхним ребром, поэтому и получила такое название. Эта мышца маленькая, но довольно важная в различных вращательных движениях. Основной функцией подключичной мышцы является осуществление движения ключицы по направлению вниз и внутрь, а также она способствует укреплению грудино-ключичного сустава. Если плечевой пояс зафиксирован, она способна приподнимать первое ребро. Глубокие мышцы груди. Наружные и внутренние межреберные мышцы. Наружные межреберные мышцы расположены на поверхности в промежутках между ребер, от позвоночника и до хрящевой реберной ткани. Берут свое начало от нижнего края ребер и крепятся уже к верхнему краю нижележащего ребра. Основной их функцией является подъем ребер. Внутренние межреберные мышцы располагаются под наружными и имеют другую структуру волокон. Если быть точнее, то обратную. Таким образом, они пересекаются с волокнами наружных мышц под углом, берут свое начало у края нижележащего ребра, а затем простираются по направлению вверх и вперед, прикрепляясь к вышележащему ребру, достигая отдела грудины и находятся между хрящами ребер. Основной функцией внутренних межреберных мышц является опускание ребер. Эти два вида мышц принимают участие в процессе вдох-выдох. Подреберные мышцы груди. Располагаются данные мышцы, пучки, на внутренней поверхности наших нижних ребер. Отличаются от межреберных тем, что они перекидываются через одно, а то и сразу два ребра. Основная функция подреберных мышц заключается в процессе опускания ребер. Таким образом, они принимают участие в момент, когда мы совершаем выдох. Поперечные мышцы груди берут свое начало в виде сухожилия от внутренней поверхности мочевидного отростка и края нижней части грудины, крепятся к хрящам внутренних поверхностей ребер 4-6 зубцами. Основная функция поперечных мышц груди заключается в опускании ребер, если быть точнее, то 2-5 ребра. Также они принимают участие в акте выдоха. Анатомия руки человека. Анатомия кисти человека. Строение руки человека. Объем мышц рук составляет всего 5-7% от всей мышечной массы человеческого тела. Несмотря на то, что этот показатель очевидно мал, тренировать руки все-таки необходимо, ведь они выделяют внешний вид торса и гармонично вписываются в развитую мускулатуру тела. Мышцы рук человека.
Мускулатура наших рук включает в себя довольно большое количество крупных мышц, которые ежедневно задействованы в нашей деятельности. Бицепс. Эта мышца довольно большая и толстая, представляет из себя веретенообразную мышцу, и находится она на верхней части плечевой кости, которая в свою очередь состоит из двух головок, короткой и длинной. Обе эти головки начинают свое образование в районе плеча. Затем в середине плеча они объединяются в одно целое, а уже внизу они крепятся к круглому возвышению кости предплечья. Бицепс выполняет следующие функции. Функционирует как супинатор предплечья, позволяет поворачивать и перемещать ладони вверх, сгибает плечо, позволяет поднимать руки вперед и вверх. Трицепс представляет из себя веретенообразную трехглавую мышцу, которая расположена на задней поверхности плеча. Все три головки слиты в одно целое в районе локтевого отростка локтевой кости. Состоит из трех головок. Латеральная берет начало в районе плечевой кости, медиальная берет начало в районе плечевой кости, длинная берет начало в районе лопатки. Трицепс выполняет следующие функции. Позволяет выпрямлять руку, позволяет выполнить переведение руки вниз по направлению к телу. Брахиалис. В нашем предплечье расположено большое количество тонких мышц, которые обеспечивают процесс перемещения запястья, самой руки и шевеления пальцами. Брахиалис представляет из себя плоскую веретенообразную мышцу, которая располагается под бицепсом. Начало брахиалиса прикреплено к низу плечевой кости, а ее конец крепится к костному возвышению предплечья. Брахиалис выполняет следующие функции. Отвечает за процесс сгибания локтя в любом положении кисти. Брахирадиалис. Уже знакомая нам. Все та же веретенообразная мышца, которая в этом случае расположена на передней поверхности предплечья, нижняя внешняя часть плеча. Это ее начало. Дальше она пересекает локоть и тянется к лучевой кости. Для того, чтобы лучше понять, что это за мышца, напрягите ваше предплечье и выполните отвод в сторону большого пальца руки. Выполнив эту несложную процедуру, вы сможете заметить, как брахирадиалис появится в районе локтя, поближе к сухожилию вашего бицепса. Выполняет следующие функции. Позволяет сгибать локоть, способствует вращению предплечьями вверх и вниз. Длинный лучевой разгибатель запястья. Локтевой разгибатель запястья и длинный разгибатель пальцев. Их еще называют мышцами-разгибателями, и располагаются они на задней стороне наших рук. Рядом с брахирадиалисом располагается одна важная мышца из тех 5, которые обеспечивают процесс движения нашего запястья. Длинный лучевой разгибатель запястья. Заметить эту мышцу несложно. Для этого достаточно сжать ваш кулак, и она проявится из-под кожи. Клювовидно-плечевая мышца. Ее название именно таково, благодаря форме, которая напоминает клюв. Она узкая и довольно длинная, не выступает в роли сгибателя нашего локтя и расположена на внутренней поверхности плеча. Вверху она закреплена возле отростка лопатки, а внизу она крепится к передней внутренней части руки. Анатомия мышц живота, прямая мышца живота, косые мышцы живота. Данная группа мышц располагается в брюшной полости. Ее самое главное призвание – защищать внутренние органы, оберегать их от внешнего воздействия. Мышцы живота сложны по своей структуре, поэтому нужно уделять их развитию должное внимание. Устройство мышц живота. Все мы люди одинаковые. Наш мышечный набор такой же, как у любого другого человека. Это касается и брюшной полости. Эти мышцы отвечают за следующие функции. Формируют брюшную стенку, защищают и удерживают в стабильном положении внутренние органы, поддерживают наш корпус и формируют правильную осанку. Мышцы пресса. Прямая мышца, косая, наружная и внутренняя, поперечная мышца. Условно принято разделять данные мышцы пресса на особые группы, такие как передняя, боковая и задняя стенки живота. Прямая мышца живота. Итак, эта мышца по своей специфике плоская и длинная, состоит из особых тонких пучков, которые расположены вертикально. Именно эту мышцу так любят те, кто мечтает о выразительном прессе. Начинается она от груди, идет вдоль всего живота и прикреплена в конце к тазовой кости. Особый слой соединительной ткани или белая линия живота разделяет прямую мышцу на две части. Основная функция – скручивание корпуса в поясничном отделе позвоночника, поднятие таза при фиксированной грудной клетке. Увеличение внутрибрюшного давления, опускание ребер, выдох. Прямая мышца живота наделена большими возможностями в плане подъемной силы и поперечного сечения. Она выступает мощным сгибателем нашего позвоночника. Стоит отметить то, что в процессе фиксации грудной клетки и при ее сокращении происходит подъем таза, а не опускание груди в его направлении. Прямая мышца обладает интересной особенностью. Она может сокращаться в отдельных участках, а не сразу и целиком. Из-за этого условия вы можете делить упор в вашей тренировочной программе на отдельные участки этой мышцы, подбирая нужные упражнения. Наружная косая мышца. Особенностью этой мышцы заключается в том, что она считается той самой широкой на поверхности нашего тела и располагается по обе стороны нашего туловища. Ее волокна устроены так, что происходит сверху вниз и медиально, к серединной телесной линии.
Свое начало она берет от поверхности грудины сбоку, а если быть точнее, то от 8 нижних ребер, наглядно можете увидеть на рисунке. Основная функция помогает вращать наш корпус в противоположные стороны, обеспечивает тягу ребер вниз, а также сгибание туловища, помогает при поднятии и переносе различных отягощений, поддерживает наш корпус в вертикальном положении. Внутренняя косая мышца. Данная мышца по своему устройству имеет плоскую форму, а ее пучки расположены вверх по диагонали и напоминают форму веера. Она находится сразу под наружной косой мышцей. Основная функция помогает вращать торс, оттягивает грудную клетку к низу, помогает сгибать корпус в стороны и сжимает живот. Анатомия мышц ног, мышцы ягодиц, анатомия мышц бедер. Благодаря мышечной системе ног мы ежедневно передвигаемся и совершаем другие различные действия. Стоит отметить то, что эта большая мышечная группа реально помогает тем, кто задался целью похудеть. Также не стоит забывать о диспропорции, когда атлет не уделяет должного внимания тренировкам ног. В таком случае верхняя часть будет заметно прогрессировать в объемах над нижней. И хорошего вида спортсмену это уж точно не придаст. Анатомия ног человека. 4 основные группы нижних конечностей. Ягодицы, передняя поверхность бедра, задняя поверхность бедра, мышцы голени. Ягодицы. Ягодицы состоят из большой ягодичной мышцы, средней ягодичной мышцы, малой ягодичной мышцы. Именно большая ягодичная мышца формирует форму нашей задницы. Она самая большая мышца в нашем теле, имеет сложный функционал крепления в нашем теле. Каждая ее головка начинается из подвздошной кости, дорсальной поверхности копчика и потом входит в кость бедра. В свою очередь, средняя и малая ягодичная мышцы находятся под большой, как бы залегают под ней. Ягодичные мышцы выполняют следующие функции: приведение и движение тазобедренного сустава, отведение бедра назад и в сторону, распрямление туловища. Мышцы передней поверхности бедра. Четырехглавая мышца бедра, или попросту квадрицепс, по праву считается сильнейшей мышцей наших ног. Она занимает всю переднюю часть бедра и помогает разгибать наши коленные суставы. Анатомически состоит из 4 головок, которые начинаются из бедренной кости и впоследствии как бы входят в большеберцовую кость, при этом образуя некоторое общее сухожилие. Квадрицепс состоит из латеральной широкой мышцы, медиальной широкой мышцы, промежуточной широкой мышцы, средней, прямой мышцы бедра. Мышцы бедра выполняют следующие функции: разгибают коленные суставы, наклоняют таз вперед, сгибают бедро. Мышцы задней поверхности бедра. К мышцам задней поверхности бедра относятся двуглавая мышца, полуперепончатая мышца, полусухожильная мышца. Они выполняют следующие функции: сгибание в коленном суставе, возможность внутреннего вращения коленным суставом, внешнее вращение, отведение бедра назад. Мышцы голени. Эти мышцы, которые расположены одна на другой, называют камбаловидная и икроножная, а если проще, то попросту трехглавая мышца. К мышцам голени относятся икроножная, камбаловидная, подошвенная и передняя большеберцовая. Они выполняют функции: сгибание стопы и коленного сустава, вращают голень внутрь, разгибают и супинируют стопы. Ряд преимуществ проработки ног: укрепление корпуса и создание стабильного и прочного мышечного корсета, прогресс увеличения объемов мышц, некоторое развитие мышечной системы верха тела, укрепление всего организма при предупреждении артрита и остеопороза, защита от травм или повреждений коленных суставов, развитие красивого симметричного тела, увеличение объема общей массы, положительное влияние на здоровье сердца, очистка сосудов, придание формы ягодичным мышцам актуально для женского пола, улучшение нейронно-мышечной связи между клетками мышц и головным мозгом, ускорение выработки достаточного количества. На этом на сегодня все. Если есть какие-нибудь вопросы или хотите поделиться своим мнением, пишите комментарии, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А пока до скорого и помните, наступило время взять все в свои руки.